Всем привет, друзья! Буквально на днях ко мне обратилось два пациента, с одной стороны совершенно разных, но жалобы у них были абсолютно одинаковые. Первый пациент – молодой человек, 25 лет, который работал курьером и практически весь день передвигался по городу на велосипеде. Вторая девушка, лет 30, она сотрудница банка и весь день проводила в офисе за компьютером. Жалобы у них были абсолютно одинаковые. Это онемение мизинца и онемение безымянного пальца на руках. Единственное, что у молодого человека это была правая рука, у девушки это была левая рука. У молодого человека на руках было при себе МРТ шейного отдела позвоночника, на котором, в принципе, никакой патологии выявлено не было. У девушки было МРТ примерно годичной давности, на котором была выявлена протрузия 2 мм диска С34. В обоих случаях речь идет о поражении сенсорных, то есть чувствительных волокон локтевого нерва. И у молодого человека, и у девушки. Единственное, что повреждение у них было немножко на разных уровнях. Для того, чтобы понять, где он может повреждаться, немножечко анатомии. Итак, локтевой нерв. Формируется он из плечевого сплетения, проходит по внутренней стороне плеча. И первое узкое место, где он может быть сдавлен, это между локтевым отростком локтевой кости и медиальным надмыщелком. Это кубитальный канал, так называемый. То место, которым все мы, наверное, когда-нибудь бились обо что-нибудь, ощущая как раз боль, онемение, реакцию со стороны повреждения локтевого нерва. Резкий прострел, как удар током. Этот нерв локтевой достаточно крупный, его легко прощупать. Дальше нерв переходит по внутренней стороне предплечья. Здесь он тоже зачастую сдавливается, особенно когда мы сидим за компьютером с упором на предплечье, мы как раз упор осуществляем внутренней стороной, и тоже нерв здесь может повреждаться. И наиболее узкое место, так называемый канал Гийона, между гороховидной костью и крючковидной костью. В этом месте тоже, соответственно, нерв зачастую повреждается при опоре или упоре на кисть. Получается, что у молодого человека происходило сдавление нерва на уровне канала Гийона. То есть при опоре удержания руля у него происходил упор на грипсу в области как раз канала Гийона, где страдал нерв, и он получал свою симптоматику. У девушки при опросе выяснилось, что она очень любила проводить время с упором на левую руку, то есть поддерживая свою голову и работая правой рукой свободной. И левая рука как раз упиралась на стол областью кубитального канала, где она и получала компрессию нерва. И также при выявлении нарушения чувствительности у нее было заметно, что онемение она сама по себе ощущает здесь, но снижение чувствительности было и до нижней трети дистальной, то есть дальнее тело трети предплечья. В том числе было уже нарушение чувствительности. Для более точного определения локализации повреждения можно применять такие методы, как УЗИ. Локтевой нерв очень хорошо просматривается практически на всем протяжении. Вот и кубитальный канал можно посмотреть, и канал Гийона. И второе исследование – это электронейромиография, позволяющая определить проводимость по ходу нерва. По лечению. Поскольку мы говорим о хронической травматизации нерва, это поражение не формируется за один день, то первое, что нужно понять, это убрать вот эту самую компрессию, то есть определиться, найти то положение, при котором происходит сдавливание нерва, при котором он страдает, и в первую очередь убрать его. Обеспечить адекватный кровоток этой зоны, то есть элементарный самомассаж можно поделать, поразминать это место, помассировать, не давать застаиваться. Можно применять нестероидные противовоспалительные препараты, если мы говорим о медикаментозной терапии. Здесь вполне достаточно местного применения для того, чтобы помочь побыстрее немножко снять отек в этой зоне. И традиционно назначаются витамины группы В для улучшения трофики, то есть питания нерва. Но, повторюсь, первое и самое важное, что нужно делать, это убрать компрессию, убрать то, что давит на, соответственно, нерв, приводит к его ишемии, то есть снижению его кровоснабжения. Итак, вывод. Если у вас есть онемение мизинца, безымянного пальца, то, вероятнее всего, речь идет о повреждении локтевого нерва. Понаблюдайте за тем, как вы работаете, за положением ваших рук, за тем, как вы отдыхаете. Вероятнее всего, вы найдете то положение, при котором возможно повреждение локтевого нерва. Нашли его? Срочно меняйте.
Ну что ж, спасибо за просмотр всем. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Всем всегда рад. Всего хорошего, не болейте. Пока-пока.